Еще одну тему подкинули нам неугомонные вольные каменщики. Не дают они нам спокойной жизни. Церемония открытия Готарского тоннеля в Швейцарии сопровождалась неким очень странным спектаклем, от которого многие до сих пор находятся в состоянии шока и растерянности. Называется он «Священный Готард». Я сначала не хотел касаться этой темы, нам нужно свой проект развивать, но находиться в неведении о планах противника тоже не очень правильно. К сожалению, традиция духовно-символьного мышления у нас полностью утрачена. Дело в том, что в своих мистических представлениях масоны используют духовно-символьный язык православной иконографии. Святые отцы из века в век создавали систему общения с миром ангельских сил, фиксировали ее на самых надежных носителях, способных через века донести до потомков самые важные знания. Однако все оказалось попрано, уничтожено, и иконы и фрески сейчас выполняют лишь декоративную функцию. Сокровища святоотеческой премудрости уже несколько веков служат темным силам. И если раньше масоны скрывали свои мистерии, то теперь они это делают на виду всего мира. Потому что христианская церковь больше для них не представляет никакой угрозы. Церковь ослеплена, лишена богословского разума и находится в состоянии глубочайшего невежества. Вот такая правда. Комментарии по поводу готарского шоу вообще-то должны давать те, кто находится в топе церковного официоза. Патриарх, профессор Осипов, протоиерей Дмитрий Смирнов, протоиерей Всеволод Чаплин, афонские монахи, в конце концов. Однако они все молчат, потому что они не могут ничего сказать вразумительного. Они не владеют языком символьного богословия, настоящего духовного богословия, а не той дискурсивной пустышки, что преподается в синодальных учреждениях. Поэтому нашему проекту придется выполнять еще и функцию вперед смотрящего, делать ту работу, с которой не справляется патриархия и вся синодальная рать. Нужно же кому-то объяснить, что происходит с этим миром и куда он в конце концов катится. Все попытки расшифровки, что можно найти в сети, это даже не детский сад, это полный идиотизм. Как будто папуасы, только с дерева слезли. Ну ладно, хватит лирики, перейдем к физике. Начнем с общего. Во-первых, что это такое и для чего устраиваются подобные спектакли? Подобные спектакли устраиваются для людей, стоящих у руля управления планетой, и для духовных сил, стоящих у руля управления мирозданием. Для людей, чтобы сильные мира сего могли координировать свои действия по управлению миром. Посредством подобных символьных спектаклей рассказывается о плане развития человечества от настоящего времени до перехода мира в вечность, то есть уже за предел конца света. Вот этот поезд, допустим, уходящий в небо, как раз и обозначает ситуацию, происходящую за пределами конца света. Вот в таком формате работают сильные мира сего. Все в точности по Булгакову. Как же может управлять человек, если он не только лишен возможности составить какой-нибудь план, хотя бы на смехотворно короткий срок, лет, скажем, в 1000, но не может ручаться даже за свой собственный завтрашний день? Кроме информационно-координирующей задачи, данные мистерии обращены непосредственно к духовным силам.
По сути, это программа, которая закладывается в компьютер мироздания. Ангельские силы подчинены человеку, и они выполняют те проекты будущего, что им предоставляют пророки. Так как православная церковь не считает нужным создавать проект православного будущего, то святое место пусто не бывает. И уже более столетия ангельским силам человечества в лице масонов предоставляет проект масонского будущего. Поэтому мы и живем в антихристианском мире. У нас очень замечательная церковь. Есть и батюшки талантливые, и архиепископы красивые, и монахи афонские, от одного вида которых народ тает просто от умиления. И храмов у нас строится множество. Сплошная лепота. А вот только позаботиться о мире некому. У всех свои очень важные дела. Поэтому о мире и миллиардах растерянных и всеми брошенных людей заботятся расчетливые и хладнокровные хищники. Теперь перейдем к расшифровке основных средств, коими сердобольные масоны осуществляют заботу о человечестве. Существует так называемый ангельский язык. Это система первообразов, лежащих в основе бытия. Данный язык весьма примитивен, буквально на уровне младшей группы детского сада. Состоит он из набора базовых вещей, с которыми человек знакомится в глубоком детстве. Цвет, части человеческого тела, различные движения, кувырки, повороты, приседания, поклоны, ну и тому подобное. Нужно знать значение всех этих вещей, тогда становится понятно происходящее на сцене. Вот посмотрите на лица посвященных. Они не просто тупо смотрят на какое-то дурацкое шоу, они его осмысленно читают, буквально как увлекательную книгу. История, показанная при открытии тоннеля, покруче любого голливудского блокбастера. Жизнь всегда круче выдуманного сценария. Почему, собственно, данное зрелище было приурочено к открытию самого длинного в мире тоннеля? Дело в том, что в масонском спектакле рассказывается о главном масонском, опять же, проекте, который будет реализован в будущем. Речь идет о таких вещах, какие никому в голову просто не придут. Речь идет о создании искусственной вселенной. Именно поэтому презентация данного проекта состоялась на церемонии открытия тоннеля. Суть проекта иллюминатов заключается в том, чтобы проложить технологический тоннель между нашим видимым миром и до пространственной системы, из которой приходит материальная вселенная. Эта область в Священном Писании именуется бездной вод. Как известно, именно из бездны в наш мир и придет Антихрист. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны и пойдет в погибель. И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон. Вот кратко о чем этот масонский спектакль. А в следующем выпуске мы рассмотрим структуру, лежащую в основе представления, и узнаем много необыкновенного и действительно потрясающего.